Знаете, что меня поразило на прошлой неделе? В мой кабинет вошла женщина, села в кресло и сказала: «Доктор, мой цикл превратился в старый будильник. То молчит месяцами, то звонит посреди ночи без всякого предупреждения». А потом добавила фразу, которая до сих пор у меня не выходит из головы. «Я чувствую, что мое тело разговаривает со мной на иностранном языке, который я не понимаю». По последним исследованиям, 78% женщин после 40 сталкиваются с нарушением цикла, но только 12% получают информацию о том, что можно восстановить регулярность менструации естественными способами. Большинству сразу предлагают гормоны или говорят: терпите, это возраст. А между тем, ваше тело обладает удивительной способностью к самовосстановлению. Меня зовут Павел Сапега, я врач-психотерапевт, репродуктивный натуропат с более чем 25-летним стажем. И сегодня я поделюсь с вами 6 проверенными стратегиями, которые помогают женщинам восстановить естественный ритм без единой гормональной таблетки. Эта женщина, о которой я говорил, зовут ее Анна. Так мы ее назовем. Она пришла ко мне в полном отчаянии, 43 года. Последние 2 года цикл, как американские горки, то 18 дней, то 52, то вообще пропадает на 3 месяца. Гинеколог сказала ей: ранняя менопауза, вот вам фемостон. Но Аня чувствовала, что с ней не все просто так. «Доктор», — говорила она, — «я же не сломалась, как старый телевизор. Я чувствую, во мне есть энергия. Неужели нет способа разбудить мою женственность без химии?» Знаете что? Через 8 месяцев у Анны восстановился регулярный 28-35-дневный цикл. Без гормонов. Только натуральные методы, которыми я с вами сегодня поделюсь. Кстати, если эта тема еще отвлекается вам, то в конце я расскажу о своем мастер-классе по мягкому восстановлению гормонального баланса. Там мы подробно разбираем, как естественными способами снизить ФСГ, повысить АМГ. Это не коммерция, это системные знания, которые помогают вам возвращать контроль над своим телом. Извините, что ем мандаринку, очень хочу. Но сначала давайте разберемся, почему вообще цикл сбивается после 40. Представьте, что ваша репродуктивная система – это тонко настроенный оркестр. В нем играют гипоталамус, гипофиз, яичники, надпочечники, щитовидная железа. В молодости этот оркестр играет под управлением опытного дирижера стабильной нервной системы вашей. После 40 начинается то, что я называю сменой декораций на сцене жизни. Некоторые музыканты устают, другие начинают играть громче, пытаясь все компенсировать. Дирижер, ваша нервная система, тоже испытывает больше стресса от изменений в происходящей жизни. Здесь важно понимать, это не поломка. Это естественный переходный период, когда ваш организм ищет новую гармонию. И наша задача – помочь ему в этом поиске. А теперь 6 стратегий, которые действительно работают. Стратегия первая. Вот она. Восстановление циркадных ритмов. Ваши гормоны живут по своим внутренним часам. Но современная жизнь – это как жить при ярком полярном дне. Яркие экраны до ночи, уличное освещение – неестественный световой режим для нашего мозга. Представьте, что ваши гормоны – это растения в саду. Им нужен естественный ритм дня и ночи, чтобы правильно расти и цвести. Когда этого ритма нет, они начинают болеть. Итак, что делать? За 2 часа до сна, убирайте все гаджеты и переходите на теплое, легкое, оглушенное освещение. Утром обязательно 15-20 минут естественного света через окно, даже в пасмурную погоду. И главное, вы спите в абсолютной темноте. Это не прихоть, это биохимическая необходимость для выработки вашего мелатонина. Второе – это питание по законам женского организма.
Ваш организм в разные периоды цикла нуждается в разной поддержке. Точно так же, как растению нужна разная подкормка весной, летом и осенью. В первой половине цикла, когда растет фолликул, нужны легкие белки, животные белки, много зелени, льняное масло, семена льна. Они поддерживают рост и обновление. Во время овуляции добавляем продукты с цинком. Это тыквенные семечки, орехи. Все это нужно для качественного созревания ваших яйцеклеток. Во второй половине цикла организм готовится либо к беременности, либо к очищению. Это уже выбор за вами. Здесь нужны согревающие продукты, теплые супы, тушеные овощи, травяные чаи. Третье. Управление стрессом. Через дыхание, через прикосновение, через секс. Хронический стресс – это как сорняки в саду ваших гормонов. Он забирает все ресурсы и мешает цвести вашей женственности. Но бороться со стрессом силой воли все равно, что тушить пожар газетой. Нужны более мудрые инструменты, более лучшие инструменты. Дыхание на счет 4, 7, 8. Вдох на 4 счета, задержка на 7 и выдох на 8. Это как волшебная кнопка перезагрузки для вашей нервной системы. Делайте перед каждым приемом пищи это, и ваше тело будет переключаться из режима выживания в режим восстановления. Самомассаж живота каждый вечер 5-10 минут мягкими круговыми движениями по часовой стрелке. Это не только улучшает кровообращение в малом тазу, но и дает сигнал: я забочусь о себе, я достойна внимания для самой себя. Теплые ванны с морской солью 2-3 раза в неделю. 4. Это восстановление второго мозга. 80% серотонина, гормона счастья, и в то же время регулятора цикла производится в кишечнике. Если в кишечнике дисбаланс, вздутие, нерегулярный стул, частые простуды у вас, все это отражается на гормональном фоне. Что поможет вам? Ферментированные продукты, квашеная капуста без уксуса, натуральный йогурт, кефиры на живых заквасках. И важно убрать продукты-провокаторы, все продукты из пищевых смесей. Рафинированный сахар, трансжиры, кофеин. Они создают воспаление в кишечнике, которое мгновенно влияет на ваши гормоны. Как сказала одна моя пациентка, кто бы подумал, что путь к женскому здоровью лежит через желудок. 5. стратегия, можно так сказать, движение как исцеление. Но не любое движение. Интенсивные тренировки при нестабильном цикле – это как кричать на напуганное животное. Организм воспринимает это как дополнительный стресс. Лучше выбирать движение, которое питает вашу женскую энергию. Плавные йога-упражнения в потоке. Особенно с акцентом на раскрытие бедер и мягкие скручивания. Плавание – это движение в воде. Вода – это стихия женственности. Прогулки на природе, сочетание движений, свежего воздуха и естественных ритмов. Танцы, особенно те, где много движений бедрами и животом, и ногами в том числе. Они пробуждают энергию в области малого таза. Главный принцип. После любого движения вы чувствуете прилив сил, а не истощение. И стратегия 6 – это диалог со своей женственностью. Ваш цикл – это не просто физиология, нет. Это язык, на котором говорит ваша внутренняя женщина. Нарушения менструального цикла часто связаны с подавленными эмоциями, страхами, травмами, которые буквально застревают, замораживаются в области малого таза. Ведите дневник цикла. Отмечайте не только физические симптомы, но и настроение, сон, желание. Через несколько месяцев вы увидите все закономерности. И дальше, через несколько минут, я покажу вам простую технику, которая поможет услышать свой цикл, сонастроиться уже сейчас. Это медитация на женскую силу. 10-15 минут, представляете, как теплая золотистая энергия наполняет область малого таза, течет там свободно, легко, естественно. А сейчас
Позвольте рассказать вам историю, как эти стратегии работают в комплексе. Елена, 45 лет, пришла ко мне после полугода отсутствия месячных. Все врачи в один голос сказали: климакс, привыкайте, вот таблетки. Но она была не готова пить их. «Доктор», — говорила она, — «я не чувствую себя старой. Во мне еще столько жизни. Ну неужели все кончено?» В ее истории были все классические факторы. Стресс на работе, бессонница, питание на ходу, полное отсутствие заботы о себе. Первые 2 месяца мы работали с основой. Наладили сон, световой режим, изменили питание. Она изменила. Добавила прогулки, теплые ванны. Парила ноги. Елена сказала: «Впервые за годы я начала чувствовать свое тело не как врага, а как союзника. Я перестала выжимать из него кровь». Следующие 2 месяца мы углубились в эмоциональную сферу. Елена обнаружила, что годами подавляла гнев и разочарование, и эта энергия буквально заморозила ее женскую сферу. Когда она научилась выражать эмоции здоровым способом, что-то сдвинулось. На 5-м месяце пришли первые месячные, не обильные, но настоящие. Она плакала, не плакала, но пустила слезу от радости. «Я снова женщина, а не высохшее дерево». Сейчас, через 1,5 года, у нее стабильный цикл. Она выглядит моложе, чем 45, и говорит: «Я не просто восстановила месячные, я вернула себя себе». А теперь, как и обещал, простая техника для диалога с циклом. Сядьте удобно, положите обе руки на низ живота. Закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов. Мысленно обратитесь к своему циклу, как к мудрой подруге. Дорогой цикл, я хочу тебя услышать. Что происходит? Что ты хочешь мне сказать? В какой поддержке ты нуждаешься? Не думайте головой, просто слушайте. Слушайте ощущения в теле, образы, которые приходят, эмоции. Первое, что придет, скорее всего, самое важное. Затем спросите: что поможет тебе восстановиться? Что я могу сделать уже сегодня? И запишите все, что почувствовали. Это станет вашей персональной картой восстановления. А теперь 3 практических шага, которые вы можете применять уже прямо буквально через 2-3 минуты. Шаг 1. Ритуал благодарности своему телу. Каждое утро, сразу после пробуждения, положите руку на сердце и на низ живота. Мысленно поблагодарите свое тело за работу, даже если эта работа пока не идеальна. Скажите: «Спасибо тебе за то, что ты живое, тело мое, за то, что в тебе есть сила восстановления. Я готова тебе помогать». Это не магия, это обычная нейробиология. Это ваше внимание и благодарность буквально направляют целительную энергию к органам. Шаг 2. Правило теплого или жаркого, лучше теплого дня. Каждый день находите способ согреть область малого таза. Это теплая грелка на 15 минут, вечером теплая ванна, согревающий травяной чай, теплая одежда в холодную погоду. Холод – это враг женского здоровья. Тепло – это ваш союзник в восстановлении. Шаг 3 – это вести дневник своей мудрости. Ведите простые записи. Каждый день отмечайте свое физическое состояние, свой энергетический уровень, свое настроение. Не нужно подробностей, достаточно нескольких слов. Через месяц вы увидите закономерности и поймете, что именно влияет на ваше состояние. И в завершение я хочу сказать вам самое важное. Дорогие женщины, с вами все в порядке. Вы не сломались. Ваше тело никогда вас не предавало. Оно просто проходит через естественные изменения и нуждается в простой вашей поддержке. Ваш цикл – это не просто медицинская функция. Нет, не гинекологическая функция. Это связь с вашими природными ритмами. Это ваш внутренний компас, ваша женская суперсила. Когда
цикл в гармонии, вы чувствуете себя целостной, энергичной, живой. У вас есть естественные периоды активности и отдыха, творчества и размышлений. Не соглашайтесь заглушать эту мудрость без крайней необходимости. Сначала попробуйте услышать, что говорит ваше тело вам. Если все, о чем я говорил сегодня, откликается в вашем сердце, я приглашаю вас на мой мастер-класс «Мягкое восстановление гормонального баланса, естественное снижение ФСГ и повышение АМГ». Это не просто лекции, это простое обучение, где каждая из вас получает персональные рекомендации. Запишитесь на него по ссылке под этим видео. А я говорю вам спасибо, что посмотрели это видео до конца, и поставьте лайк, напишите позитивный комментарий, и я желаю вам счастья. Всегда ваш доктор Павел Сапегу.